Привет, друзья! Это мой канал по разработке игр Кулинар GameDev. Сегодня я хочу рассказать о библиотеке Линку и всех базовых, на мой взгляд, ее методах. Библиотека Линку позволяет писать лаконичный и читаемый код. Так что давайте на примере посмотрим, как и где ее можно применять. Представим, что в вашей игре у вас есть враги, и в каком-то классе вам как-то необходимо их всех обработать. Для этого, естественно, у вас появится массив. Далее представьте, что нам надо выделить из этих врагов только красных и сохранить их в отдельный массив, с которым мы потом будем работать. Первая мысль, которая приходит в голову, это создать новую переменную списка красных врагов. Потом применить цикл для всех врагов и через условия добавлять врагов, если его цвет красный. И вот у нас готовый список красных врагов. Если вы в C# более недели, то наверняка знаете, что есть также цикл for each, который в данном случае для нас представляет просто более красивый вариант пробегания по циклу. И тут-то мы и подошли к тому, что одно из основных применений библиотеки Линку является минимизация кода. Что если я вам скажу, что этот код можно заменить всего одной строчкой? Where? Те, кто никогда не видели и не знают, что такое лямбда-выражение, или как ее по-другому называют, анонимный метод, скорее всего сейчас ничего не поняли. Постараюсь очень кратко, но понятно объяснить, что здесь происходит. Для лучшего понимания, давайте заменим лямбду на самую обыкновенную функцию, в которой будет приниматься enemy и будет возвращаться true или false в зависимости от того, красный он или нет. После этого мы передаем эту функцию в качестве параметра в наш вызываемый метод where. Обратите внимание, что мы пишем сюда название функции без вызываемых скобочек. Это означает, что мы не вызываем функцию и передаем ее значение, а именно передаем ссылку на эту функцию. Далее происходит магия, и метод where, как, кстати, и все остальные методы линку, применяет то, что мы ему дали, к каждому элементу данного списка, и в зависимости от пройденного условия сохраняет или пропускает элемент. Возвращаясь к лямбда-выражению, это специальный синтаксис, который позволяет создать функцию без названия, поэтому и анонимная, которую вы используете только в одном месте. В начальных скобочках у нее есть параметр, и через лямбда-оператор указывается тело функции, где описывается логика и возвращается значение. Если логика довольно большая, то ее можно обернуть в фигурные скобочки и возвращать нужное значение привычным словом return. С помощью этого метода можно проверять данные по абсолютно любому условию. Например, взять только тех врагов, которые не дальше 10 метров от персонажа. Для этого просто посчитаем дистанцию и вернем сравнение с 10. Все, что нам надо понять и запомнить, это то, что этим методом возвращаются значения, у которых условие равно true. Небольшое отступление и полезные фишки для тех, кто использует райдер. Возможно, первый раз, когда вы увидели линку выражения, было связано с тем, что райдер подсказал вам, что можно сократить ваш код, преобразовав это в линку. Он всегда это делает, если у вас не выключено это в настройках и код не слишком сложный для преобразования. После создания выражения вы можете нажать на анонимный метод и выбрать подсказку по рефакторингу на Alt-Enter или на этот молоточек. Это меню предложит вам на выбор несколько вариантов. Например, давайте заменим лямбду на обычный метод или на запись в форме делегата. А теперь мы подумали и поняли, что нам не очень нравится, как здесь смотрится эта строка. Попросим райдер заменить наш линку выражение в обычный цикл. И вот у нас обычный перебор массива. Перейдем ко второму методу. Представим, что у этих врагов есть имена. И вы захотели сохранить их в некоторый массив, чтобы потом передать его в класс, где он выведется на экран. Конечно, можно было бы просто передать туда целиком массив наших врагов, но чем меньше класс, который их будет представлять, будет знать о различных типах, тем лучше. Как минимум потому, что его можно будет переиспользовать. Поэтому желательно отдавать ему только тот тип данных, с которым он будет непосредственно работать. По аналогии с предыдущим примером, начнем с того, что приходит первое в голову. Создадим переменную и цикл, где будем добавлять только значение имени наших врагов. Этот код будет прекрасно работать, но, как вы уже, конечно, поняли, сейчас мы заменим его однострочным красивым выражением. Метод select позволяет собрать вам новый список. Метод select можно использовать для выбора любых свойств объектов из коллекции. Он также может быть использован для создания новых объектов на основе свойств исходных объектов или сохранения какой-то операции, к примеру, сложения этих объектов. Мы можем создать коллекцию новых объектов врагов и передать им в конструктор их имя с приставкой. Еще одно отступление. Немного расскажу о том, что возвращают эти методы, и о принципе работы всех методов линку. Если кто-то уже пользовался или попробовал сейчас воспользоваться этими методами, заметили, что на самом деле мы не можем просто так приравнять то, что нам возвращается из метода, к списку или массиву. А все потому, что возвращаемый тип у них всех это IEnumerable. Этот интерфейс является базовым для всех перечислений в C#, начиная от простого массива до очереди из связанного списка. Служит он, как ни странно, как раз для перечисления.
в том числе с помощью цикла for each. Linku работает именно с этим типом данных. Библиотека является расширением для него, и все операционные методы его возвращают. В чем же его особенность? Первый раз я осознал, что это непростой тип данных, когда обратил внимание на предупреждение райдера о том, что возможен множественный результат выполнения. Кажется, что ничего необычного, просто берем массив и делаем из него такой же с элементами, умноженными вдвое, а после выводим. Если запустить, то все работает так же, как мы и ожидали. Давайте попробуем в этом же примере изменим умножение на прибавление случайного числа к нему. Как будто ничего не поменялось. Но когда мы запустим и проверим, что мы видим? Массивы стали совершенно разными. Происходит это потому, что в этой переменной хранится ссылка не на конкретные объекты, а на функции, которые возвращают эти объекты. Все эти операции, которые мы проводим в методах Linku, на самом деле не выполняются, когда мы просто их вызываем или записываем в переменную, а выполняются только когда мы хотим получить какие-то значения из этого перечисления. Это называется отложенное выполнение или вычисление. Возвращаясь к нашей основной теме, если вы не хотите сильно углубляться, зачем и почему это работает именно так, возьмите в привычку после вычисления метода всегда писать метод, который выполнит и преобразует перечисление к привычным видам коллекции. Это методы toList, toArray, ими вы будете пользоваться постоянно. Также есть методы toDictionary или toLookup, но ими, я думаю, вы будете пользоваться реже. Таким образом, мы выполняем все наши вычисления над коллекцией и записываем в переменную уже готовый список. Проверяем и убеждаемся, что это работает хорошо. Далее, давайте рассмотрим ситуацию, когда у наших врагов появилось здоровье. И мы хотим найти одного врага, у которого, к примеру, здоровье ниже 25%. Для начала давайте попробуем воспользоваться уже знакомым нам методом where. Просто найдем всех врагов, у которых здоровье меньше нужного значения, и возьмем первый элемент получившегося массива. Работает, но недостаточно красиво. Во-первых, давайте заменим эти некрасивые скобочки на метод first. Этот метод вернет вам первое значение массива. Кстати, работает этот метод на все виды перечислений, так что не пренебрегайте им пользоваться. Читать код, где явно написано первый элемент, проще, чем читать элемент под номером 0. А далее, если вы напишете этот метод в редакторе и откроете скобочки, то увидите, что он так же, как и все методы Linku, может принимать в себя условия. А значит, вместо конструкции where first, мы можем просто использовать first в качестве одного метода. Но что произойдет, если в нашем массиве врагов не окажется такого, который подходит под условие? Тогда наш метод выбросит ошибку, что перечисление не содержит подходящих элементов. Хорошо это или плохо, решать вам. С одной стороны, это заставляет вас гарантировать, что в массиве данных не будет неподходящего элемента. С другой, не хочется получить ошибку во время игры просто потому, что ты что-то не предусмотрел. Но решается это очень легко. Мы используем другой метод first_default. Если он не найдет подходящий элемент, то вернет дефолтное значение для типа данных массива. В нашем случае он вернет null. И нам останется после только проверить наше значение. Сразу же после этого метода стоит упомянуть о методе last и last_default. Вспомните, сколько раз вы писали конструкцию взять элемент массива с индексом длина массива -1. Это легко можно заменить на last. А теперь представим, что нам не нужно получать конкретного врага, а нам просто нужно узнать, есть ли среди всех врагов кто-то, у кого здоровье меньше определенного. Да, мы могли бы воспользоваться нашим предыдущим методом и просто проверить его на null, но куда лучше с этой задачей справится метод any. Этот метод проверяет, есть ли хотя бы один элемент, удовлетворяющий условию, и возвращает true, если это так. Кстати, с помощью этого метода также можно проверить коллекцию на присутствие элементов. Пустая коллекция вернет false, а коллекция с элементами true. Напротив, существует такой метод, как all, который вернет true только если все элементы подходящие. А теперь давайте посчитаем количество таких врагов. Здесь нам поможет метод count, который вернет нам количество врагов, подходящих под условия. Также мы можем просто посчитать максимальное и минимальное значение, а также вычислить среднее здоровье врагов. Перейдем к самому интересному. До сих пор я показывал базовые одиночные методы, но вся прелесть Linku в их комбинировании. Вернемся к нашей прежней задачке и попробуем найти только красных врагов. После этого проверим, не пустое ли у них имя, а после сохраним это имя в новый лист. Для этого мы используем комбинацию условий в методе where, а после в методе select возьмем их имена. А теперь представим, что мы хотим представлять персонажу список, начиная с самых неопасных врагов. Опасность представляется параметром danger count от 1 до 4, и у всех она разная. Здесь нам поможет еще один очень полезный метод order by. Мы должны передать параметр, по которому будет сортироваться наш список. Вставим его после where. Заметьте, что вставить его после select у нас уже не получится, так как после него наш список уже будет только с типом string, и ничего связанного с предыдущим у него не осталось.
Отлично! На выходе мы получили список, начиная с самых неопасных врагов до самых опасных. Но как во всех играх, сначала лучше добивать уже побитых врагов. Так что добавим еще одну сортировку по количеству здоровья. Ну что же, просто добавим еще одну такую же сортировку, но с другим параметром. Но все не так просто. Если мы запустим наш код, то поймем, что сортировки выполнились не так, как мы хотели, и сработало только последнее в списке. Нужно использовать метод thenBy. Он применяется только в связке с методом order после него. Отлично. Ну а теперь за одно движение развернем наш список в список самых опасных. Просто добавим слово descending к нашим методам. Или же вместо этого мы можем использовать метод reverse, который развернет наш список. Теперь давайте немного поговорим о методах взаимодействия над целыми списками. Будем применять их на примере списков наших имен. Крайне полезный метод distinct. Он позволяет убрать дубликаты из списка. Полезный и удобный метод. После этого хочу вам показать несколько похожих друг на друга методов. Это take и skip. Они также часто применяются в паре. Их задачу можно легко понять по названию. Skip – пропустить какое-то количество элементов, а take – это взять какое-то количество. Если вдруг вы работаете не в Unity, то скорее всего знаете, что в более новых версиях C# есть такой тип, как range, он же диапазон, который позволяет взять промежуток списка. Но у нас в Unity такого, к сожалению, нет, поэтому довольствуемся линку расширениями. У этих двух методов есть по брату-близнецу – takeLast и skipLast. Как нетрудно догадаться, делают они то же самое, но начиная с конца. А еще у них есть по старшему брату – это takeWhile и skipWhile. Вот эти ребята имеют под собой очень большой функционал, начиная от парсинга строк, заканчивая реактивным программированием. Опять же, исходя из названия, мы можем догадаться, что эти методы нужны для того, чтобы взять или пропустить какое-то количество элементов по условию. На этом мое воображение и память закончили выдавать нормальные примеры, и я просто расскажу, что takeWhile берет все значения до первого неподходящего по условию. Например, так. Взять пока длина больше 3. Мы получим список до значения array, ну а skipWhile пропускает все по условию и возвращает оставшуюся часть, например, пропускать, пока в имени нет j. Хочу сказать, что смысл этих методов раскрывается, когда подразумевается, что ваши данные упорядочены каким-либо образом. Это не значит, что они сортированы, а просто, что в них есть какие-то части, которые явно разделяют друг друга. Также, если ваш список все же заранее сортирован каким-либо образом, опять же стоит воспользоваться этим методом в пользу оптимизации, так как он не будет проходиться по всему остальному списку с проверкой после того, как найдет первый подходящий элемент. Но, честно говоря, такая оптимизация ничего не стоит, если у вас не огромное количество объектов. Ну а если у вас действительно какое-то большое количество объектов, то, скорее всего, вы в принципе откажетесь от линку в пользу явно заданных массивов, работы с классом array и так далее. Теперь перейдем сразу к группе методов. Их зовут concat, intersect, except и union. Здесь все просто. Главное понять принцип, и вы сразу же захотите их запомнить и использовать. Начнем с самого простого. Это метод concat. Он просто объединяет две коллекции в одну. То же самое можно сделать методом addRange у класса list, но здесь преимущество как раз в том, что мы соединяем два перечисления с типом iEnumerable, и нам не нужно делать лишние действия по преобразованию. За ним идет метод intersect, крайне полезный метод, который возвращает вам пересечение двух списков. На нашем примере мы можем взять два списка красных и желтых врагов и узнать, какие имена встречаются в том и другом списке. Третий метод означает обратное и исключит из вашего списка все значения, которые есть в другом. Он очень удобен тем, что вам не нужно думать, будет ли в списках пересечение или вообще есть ли элементы в каких-то из них. Он не вернет вам ошибку и отработает как надо. Часто при применении where вы можете проверять на соответствие какой-либо строке, а после вы обнаруживаете, что вам нужно проверять 2 или 3. Так вот, гораздо легче завести какое-нибудь поле или прямо внутри делать исключения для этих данных. Ну и последний метод union. Он объединяет две коллекции, но их пересекающиеся элементы попадут в него только один раз. Честно говоря, не могу вспомнить ни одного раза, когда я его применял, но возможно я просто про него забывал. Моменты, когда надо объединить два списка, а после применить к ним distinct. Один из последних примеров будет об объединении многих вложенных коллекций в одну. Представим, что у наших врагов существуют некоторые контрольные точки, по которым они двигаются, и мы захотели узнать их все. Если мы просто применим метод select к нашим врагам и возьмем точки, то очевидным результатом мы получим массив из массивов векторов. Взять их все в одну коллекцию нам поможет метод selectMany, который выделяет из каждого элемента некоторую коллекцию и добавляет ее в результат. Таким образом мы получим все точки наших врагов. В конце я расскажу о моих любимых методах.
Первый из них – это метод ofType. Он позволяет выделить все элементы с указанным типом. Вся его прелесть в том, что он вернет вам значение с уже нужным типом. Очень удобно его применять, когда у вас есть большое количество данных, например, с разными, но повторяющимися интерфейсами. И этим методом вы очень легко и удобно можете отделить их друг от друга. И вторая моя любимая вещь в линку – Enumerable Range. Это не метод расширения коллекций, а метод их создания. Его крайне удобно использовать, если вам, например, понадобится в одном месте создать массив с числами. Для его создания нужно указать начальное число, с которого будет стартовать массив, и вторым аргументом передать количество элементов для создания. Вот так легко можно создать массив чисел от 1 до 9. Или же, дополнив его методом select, массив только четных или нечетных чисел. Или массив степеней двойки или тройки. Точно так же, дополнив его методом select, вы можете быстро и аккуратно создать массив каких-то новых элементов заданной длины. Вам не надо объявлять новый список, делать цикл for и добавлять их туда по одному. А следующая его фича выручала меня кучу раз. Я уверен, что как минимум 80% смотрящих хоть раз была надобность получать случайные значения, но так, чтобы они не повторялись. И вероятно, вы просто использовали какой-то один дополнительный список, а потом при генерации в бесконечном цикле проверяли его значение на нахождение в этом списке. Ставь лайк, если так делал. Так вот, для такой задачи можно пойти, так сказать, с другой стороны. Надо просто заранее создать все возможные варианты. Потом, чтобы получилась рандомность, надо их, конечно, перемешать. И здесь, как ни странно, нам поможет метод orderBy. Только вот передавать в качестве сортировки мы будем ему новый GUID, как некоторые случайные значения. И все. Дальше мы можем сохранить его в список и брать из него новые значения. И самое главное, быть точно уверены, что оно не будет повторяться, и что наша программа будет каждый раз выполняться одинаково, без неожиданных результатов, типа бесконечных циклов. В завершение я хочу сказать, что всегда при работе с линку помните, что при вызове методов выделяется дополнительная память, и код работает медленнее, чем просто перебор значений с циклами. Поэтому не стоит использовать эти методы в апдейте или в критических местах программы. На этом я завершаю свое видео о линку. Да, в нем осталось еще несколько вещей, о которых я не рассказал, как, например, методы aggregate, zip, join, group by, про использование замыканий и анонимных классов внутри них. В этом видео я хотел рассказать о самых популярных и часто используемых вещах. Но если вам понравилась эта тема, вы сами сможете найти информацию по оставшимся в интернете, ну или попросить меня в комментариях. Так что всем до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! Привет, друзья! Привет, друзья! Привет, друзья, которые...